Кафедра баяна и аккордеона это уникальная кафедра с самого начала своего существования вместе с факультетом народных инструментов, образованным в 1948 году. Баянисты и аккордеонисты, которые стали работать на этой кафедре, оказывали и продолжают оказывать влияние на развитие баянного и аккордеонного искусства во всем мире. Лав Семенов, который к тому же является одним из самых известных и востребованных композиторов, пишущих для баяна и аккордеона в разных жанрах. Выпускники Гнесинки стали работать в вузах и училищах всей страны. Педагоги нашей кафедры являются действующими исполнителями, выступают по всей стране и миру. У нас есть педагоги, которым еще нет и 30 лет или слегка за 30, которые успешно совмещают все эти ипостаси. И очень важный элемент деятельности кафедры – это научная работа. И наши замечательные педагоги, они очень много сделали для того, чтобы оформить свои знания и достижения баянного, аккордеонного, исполнительского искусства в виде научных работ, учебников, которыми пользуются российские студенты не только в Гнесинке, не только в Москве, но и по всей стране. Аккордеон – самый молодой инструмент на нашей кафедре, и появление его связано прежде всего с именем народного артиста России, профессора Юрия Петровича Дранги, в 1975 году одержавшего убедительную победу на одном из самых крупнейших международных конкурсов в Клингентале, Германии. Благодаря тому, что крупнейшие авторы современности обратились к нашему инструменту, София Губайдуллина, Эдисон Денисов, Ефрем Подгайц, Михаил Бронер, мы играем в крупнейших залах с крупнейшими оркестрами. Это очень приятно и очень почетно для нас. Учиться профессиональной музыкой я решил уже в раннем возрасте, когда учился в общеобразовательной школе. Мой преподаватель в Швеции, Валерий Юрьевич Колыганов, посоветовал мне поступать на подготовительные курсы в Парижскую консерваторию к профессору Макса Боне. Но тут я узнаю, что Макс Боне уходит на пенсию. И он мне посоветовал поступать в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Я следовал его совета и подал заявку именно сюда. Мне очень нравится учиться здесь, в Гнесинке, и посещать уроки по фортепиано, по дирижированию, по сольфеджио, гармонии и по другим предметам. Ведь когда я уезжал, и меня провожал Макс Боне к самолету, он мне сказал такую фразу: «Леонид, мы здесь даем тебе знания на 90%, а там, в Москве, будут давать на все 110. Ты справишься. Езжай туда». Для меня было представление об Академии музыки как о чем-то невозможном, о чем-то фантастическом. Тем более после знакомства с такими профессорами, как Фридрих Роберт Шлипс, Вячеслав Анатольевич Семенов, мое желание только укреплялось. И в 2018 году, окончив музыкальный колледж города Павлодар, я приехал поступать в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Осенью следующего года исполняется 75 лет со дня открытия нашего факультета. Стояла очень важная задача оснастить кафедру учебными планами, программами, методическими пособиями. И наши первые педагоги работали в этом направлении. Это и школа игры на баяне Онегина, и пособия методические Анатолия Алексеевича Суркова, и многие другие издания, одно перечисление которых занимает очень много места. С открытием факультета народных инструментов и кафедры народных инструментов в 1948 году в институте имени Гнесиных баянисты стали получать профессиональное образование наравне со скрипачами и пианистами. Естественно, стал вопрос, а что играть? Баян был с готовыми аккордами в левой клавиатуре. В основном мы играли переложения. Ну и были обработки народных мелодий, которые сочиняли сами баянисты. Среди них были очень талантливые, например, Иван Яковлевич Паницкий. Со временем появилась целая когорта наших, так сказать, классиков, основателей баянного репертуара. Это Рубцов, Чайкин, Репников, Холминов. Молодое и среднее поколение тоже активно работает с композиторами. Это и Мария Власова, Семен Шмельков, Михаил Бурлаков, Иосиф Пуриц.
мы постепенно вливаемся в общемузыкальную культуру. Мы играем не только сольные произведения, для нас пишутся и произведения для баяна со скрипкой, с виолончелью, баян с камерным оркестром, с народным оркестром, с симфоническим оркестром. Мы активно вливаемся в общемузыкальную культуру.